Привет всем, с вами Малина Travel. Сегодня я расскажу вам о плюсах и минусах жизни в Болгарии, а также как легализоваться в этой стране и получить ВНЖ. Несмотря на существенное экономическое отставание Болгарии от большинства государств-членов Евросоюза, проживание в этой стране имеет неоспоримое преимущество. От самого низкого в Европе подоходного налога до отменной кухни и потрясающей природы. Население Болгарии составляет чуть менее 7 миллионов человек. При этом около 85% населения являются этническими болгарами. Кроме того, здесь проживает много турок и цыган. На долю других национальностей, в частности россиян, армян и греков, приходится менее 1% населения. О ценах и стоимости проживания, налогах, специфике трудоустройства, зарплатах, образовании, медицине, о плюсах и минусах жизни в Болгарии в 2022 году поговорим далее. Плюсы и минусы жизни в Болгарии. По официальным данным европейских ведомств, чаще всего вид на жительство получают турки, россияне, украинцы, белорусы, до 70% от общего количества иммигрантов. Наиболее привлекательные города в Болгарии – это столица София, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Варна. Выделим положительные и отрицательные стороны проживания на болгарской территории. Плюсы жизни в Болгарии. Первое. Болгария входит в состав Евросоюза, поэтому местные жители пользуются всеми преимуществами этого объединения. Второе. Жизнь в Болгарии намного дешевле, чем в Западной Европе. Третье. Комфортный климат и красивая природа, включающая красивые черноморские побережья и горы. Четвертое. Болгары весьма приветливые и отзывчивые люди, кстати, почти все православные. Пятое – это низкие ставки налогов. А теперь минусы жизни в Болгарии. Первое – это в Болгарии низкие зарплаты и дефицит достойных рабочих мест. Второе. Во многих болгарских городах очень большие проблемы с экологией. Третье. Большинство граждан Болгарии не говорят на английском языке. Четвертое. Присутствует бюрократия и коррупция в органах власти и бюджетных учреждениях. И пятое. Болгария является одной из самых бедных стран в Европе. Цены и стоимость жизни в Болгарии. Самые дорогие города в Болгарии – это Варна, Бургас и Пловдив. Более доступные цены предлагают Габрово, Стара Загора и Добрич. По мнению аналитиков, город София является самой дешевой столицей во всем Евросоюзе. В целом, для комфортной жизни в Болгарии одному человеку достаточно 600-700 евро в месяц. Аренда однокомнатной квартиры в Болгарии в центральной части города обойдется порядка 480-500 лев. Это приблизительно 245-255 евро. А в отдаленных районах 360 лев. Это где-то 185 евро. Цена 1 квадратного метра недвижимости в центре 2000 лев. Это около 1000 евро. За городом 1350 лев. Это 690 евро. Далее я сделала вам вставочку цен на продукты ежедневного пользования в Болгарии 2022 года. Налоги в Болгарии. Одно из самых больших преимуществ жизни в Болгарии – это низкие ставки налогов. Причем это относится как к обычным работникам, так и к предпринимателям, которые ведут бизнес на болгарской территории. Ну и далее я вам сделаю вставочку со ставками налогов в Болгарии в 2022 году. Работа и зарплата в Болгарии. В большинстве случаев для законного трудоустройства в Болгарии соискатели из третьих стран, включая Россию и Украину, обязаны получить разрешение на работу. Для этого нужно обладать профессией, дефицитной для местного рынка труда. Наиболее востребованные в Болгарии квалифицированные технические специалисты. К сожалению, по уровню оплаты труда Болгария занимает последнее место в Евросоюзе. Согласно официальным данным местного правительства, минимальная зарплата
зарплата в 2022 году составляет 710 лев, это эквивалентно 365 евро. Для сравнения, в Люксембурге этот показатель равен 2256 евро, то есть в 7 раз больше. По информации Болгарского национального статистического университета, средняя зарплата в Болгарии в 2022 году составляет 1615 лева в месяц. Это около 825 евро. После налоговых вычетов в распоряжении работника остается 1418 лева. Это 740 евро. Больше всех в стране получают программисты. Около 1975 евро в месяц. Высшее образование в Болгарии. Многие европейцы критикуют систему высшего образования в Болгарии за отсталость и бюрократию. Тем не менее, около 5% студентов местных вузов являются иностранцами. Для поступления в болгарский вуз иностранцам из стран СНГ обычно предлагают пройти подготовительные языковые курсы длительностью год и стоимостью несколько тысяч евро. Не менее важным будут хорошие оценки в аттестате о среднем образовании. Средняя стоимость обучения в университетах Болгарии стоит от 2 до 8 тысяч евро в год. Для болгар и граждан Евросоюза цена гораздо ниже, от 300 до 600 евро. Медицина в Болгарии. Конституция Болгарии гарантирует право на медицинское обеспечение каждому гражданину. Но нынешняя система здравоохранения по-прежнему представляет собой сложную бюрократическую структуру и требует проведения ряда глубоких реформ. После вступления в Евросоюз в 2007 году ситуация заметно улучшилась. Однако проблемы с финансированием, непрозрачными ценами на лекарства остаются. Болгарская система здравоохранения финансируется за счет налогов на обязательное медицинское страхование и частных взносов. При посещении врача в государственных больницах предусмотрена символическая плата в несколько евро, а вот в частных клиниках цены весьма высокие. С другой стороны, радует качество и оперативность оказания медицинских услуг. В заключение к этой теме отмечу, что средняя продолжительность жизни при рождении в Болгарии в 2022 году составляет 75 лет. Причем женщины живут около 78 лет, а мужчины около 71 года. Ну а теперь я расскажу вам, какими способами можно иммигрировать в Болгарию. Первое – по образовательной программе, то есть через поступление в университет Болгарии. В Болгарии на данный момент работают около 40 государственных вузов и чуть больше 10 частных. Вы можете поступить в любой из них. Чтобы успешно поступить на учебу, вам требуется отправить диплом о среднем образовании, сдать экзамен на владение болгарского и английских языков. Ваша заявка будет рассматриваться около 2 недель. Если будет вынесено положительное решение, то на вас оформят студенческую визу, и на основании ее по прилету вы сможете оформить себе ВНЖ. Второй способ – через ведение предпринимательской деятельности, то есть бизнес в Болгарии. Это может быть как регистрация новой компании, так и открытие филиала уже существующей компании. Главным требованием будет создать 10 рабочих мест для местного населения. Уставной капитал 1 евро. При открытии бизнеса вам дадут визу на 90 дней, на основе которого вы сможете получить ВНЖ. Третий способ – инвестирование в экономику государства. Болгарские власти очень хорошо приветствуют иностранных инвесторов. Они могут получить ВНЖ по упрощенной схеме, если сделать вложение в экономику не менее 125 тысяч долларов. Можно также приобрести недвижимость на сумму более 300 тысяч долларов, тогда заявитель может претендовать сразу на ПМЖ. Четвертый способ – воссоединение с семьей. Болгарские власти поддерживают семейные ценности. Поэтому, если у вас есть родственники, являющиеся гражданами Болгарии, то они могут отправить вам приглашение. Тогда вы сможете получить ВНЖ по упрощенной схеме. Ну и последний способ – по пенсионной программе. Болгария очень приветствует обеспеченных пенсионеров. Только источник получения пенсионных выплат должен находиться за пределами страны. Пенсионеры могут покупать недвижимость, свободно жить в Болгарии и довольствоваться курортами.
После оформления ВНЖ и 5 лет проживания на территории страны вы можете получить ПМЖ в Болгарии, что в свою очередь откроет путь к получению гражданства страны по процедуре натурализации. Ну а с вами была Малина Travel. На своем канале я делюсь полезной информацией, а также веду влог, как мы переезжаем из страны в страну и справляемся со всякими сложностями. Так что подписывайтесь на нас, чтобы всегда быть в курсе. И пока!